мы с вами не могли обойти стороной самую известную секту в мире. Популярна она потому, что материалы с парадигмами учения ее создателя официально распространяются до сих пор, даже после его смерти. Книги Оша можно встретить на книжных полках в разделе «Психологии и эзотерики». Они переведены на 55 языков. По данным 2006 года, ежегодно тираж книг составлял 3 миллиона экземпляров. Интересно, что сам Оша ни одной из этих книг не написал. Все это записи учеников о его лекциях и беседах. Их можно заказать в интернете, и вам привезут с доставкой полное собрание культового учения, сочетающего в себе настолько мощный синкретизм, что предыдущие секты покажутся нам плоскими и мелкими в своих концепциях. Возможно, вы встречали его книги на полках у своих старших родственников, и вам казалось, что это труды безобидного старичка, практикующего медитации. В наше время центры медитации Оша очень популярны. По всему миру их насчитывается около 750 штук. В них съезжаются люди со всех уголков планеты, чтобы просветиться и почувствовать силу его заповедей. Секту Оша окружает невероятно много историй, трагедий, расследований. Жизнь создателя похожа на сценарий к длинному и увлекательному сериалу. Имя Оша и организация секты такой, какой мы ее знаем, возникли уже после основных событий в биографии философа. О них мы и поговорим чуть позже. Становление мудреца выглядит гораздо более интересным процессом, чем действие самой секты Оша, потому что демонстрирует нам весь возможный масштаб последствий работы любого культа. В Индии к Оше относятся с большим почтением. Учение стало частью массовой культуры не только там, но и в Непале. В парке Пуне посреди бамбуковой рощи установлен памятник учителю. В 1991 году известная индийская газета поставила его в один ряд с Махатмой Ганди и Гаутамой Буддой. Его книги, посвященные учению дзен, читаются современными японскими монахами. Последователи Оша занимают высокие должности в правительстве Индии. Полное собрание работ и дискурсов сохранено в библиотеке индийского парламента в Нью-Дели. Общество принимает учение Оша с уважением и почитанием. Есть ощущение, что люди по всему миру считают его концепцию еще одной официальной религией. Открыто заявили, что являются последователями учения и посещали ашрамы Оша Леди Гага, Марк Цукерберг, Далай-Лама, музыканты жанра New Age Deuter, Карунаш, Прем Джошуа, Дева Премел, Майк Эдвардс и другие творческие и известные личности. Оша вообще очень ценил творчество в жизни человека, называя его величайшей формой восстания в жизни. Учение Оша многогранно. Его лекции часто содержали в себе много противоречий. Это могло смутить кого угодно, но только не самого учителя. Он говорил, что понимает недоумение учеников. Они слышат только слова, не вникая в основной смысл сказанного им. Если кратко, то главная идея Оша состояла в том, чтобы как можно полнее и счастливее жить эту жизнь. Быть в настоящем, наслаждаться моментом, не стесняться чувств, достижений и богатств. Только так, по его мнению, можно достичь просветления и тотального освобождения. Он заявлял о своих лекциях, что это не философия и не доктрина, а алхимия и трансформация. Вот течения, элементы которых Оша использовал в своей концепции. Буддизм, йога, даосизм, греческая философия, суфизм, сикхизм, классическая европейская психология, тибетские традиции, христианство, тантризм, хасидизм. Он не приветствовал системность, так как система умерщвляет человека. Оша складывал настоящую мозаику для своих последователей из духовности, телесности и просвещения. Кстати, о телесности. Оша поощрял сексуальную свободу, относился к бракосочетанию как к ненужному социальному институту, поддерживал полигамность и включал в учение практики тантрического секса. Позднее Оша пересмотрит отношение к браку и увидит в нем возможность для высокоуровневого духовного общения. Телесности уделялось большое значение, так как Оша считал, что запрет и табуированность секса в современном мире – это что-то неестественное и приводит к плохим последствиям, заставляя людей чувствовать себя зажатыми, страдать от комплексов. Только позволив в сексе все,
Человек может ощутить удовлетворение, а впоследствии и желание отказаться от него навсегда, присытившись и насладившись вдоволь. Такая же логика и в объяснении смысла богатств. Если не стесняться его и наслаждаться им, оно перестанет быть так желанно. Отличительные черты учения Оша заключались в ценности наслаждения простыми вещами, в необходимости выводить наружу затаенные желания, в значимости счастливой жизни, а также в динамической медитации, в достижении формата нового человека и проживании в коммуне, где у человека есть все, чтобы расти духовно и творчески, ни на что не отвлекаясь. Некоторое время Оша радикально относился к деторождению, говоря о том, что планета перенаселена. Он считал, что необходимо как минимум 20 лет контроля над рождаемостью, чтобы восстановить баланс в мире. Более того, это мешало людям воспитывать и рожать самих себя. Однажды он даже позитивно высказался о стерилизации, и 200 его учеников активно восприняли его слова, после чего сильно сожалели. Что ж, учение Оша сосредоточено на том, чтобы думать своей головой и не слушать ничьего мнения. Оша недолюбливал христианство, называя веру болезнью людей, которым нравится страдать. «Я основатель единственной религии. Другие религии – обман. Иисус, Мухаммед, Будда просто совращали людей. Мое учение основано на познании, на опыте. Людям не надо мне верить. Я разъясняю им свой опыт. Если они находят его правильным, они его признают. Если нет, то у них нет оснований в него верить». Да, Оша отлично умел разделить, а может и сместить ответственность с себя на кого-то другого. Он был независимым человеком, харизматичным, одухотворенным. Это считывалось в его проповедях, лекциях, введении медитаций. Но несмотря на мудрые слова, добрую истину и отсутствие насилия, именно он создал духовное течение, которое однажды чуть не привело к гражданской войне. После чего Оша запретили въезд в 21 страну мира. Многие годы ему удавалось маскировать свои убеждения под путь к обретению духовности и осознанности. Чтобы выяснить, как именно все произошло и везде ли виноват Оша, нам нужно начать с самого начала. Основателя секты Ошо звали Бхагван Шри Раджниш. В маленьком городке Антилопа, штате Орегон, насчитывающем всего 50 жителей, в 1981 году участники духовного движения Бхагван Раджниша, называвшие себя саньясины, купили сельскохозяйственную коммуну. До их появления город был тихим, уютным, все жители знали друг друга. Резкое появление большого количества незнакомых людей вызвало вполне понятный дискомфорт. Никто точно не понимал, чем они занимаются, так как саньясины не спешили отвечать на вопросы местных жителей. Они просто говорили, что будут хорошими соседями. Проблемы в городе начались с появлением Ма Ананд Шилы. Она управляла фондом Раджниша и его капиталом, десятками миллионов долларов. Она была его личной представительницей, ближайшей помощницей и заправляла в коммуне всеми делами. Шила познакомилась с Раджнишем в возрасте 16 лет. На лекцию ее привез отец, указав на то, что судьба Раджниша – стать вторым Буддой. Первая встреча произвела на нее сильное впечатление. Описания ее чувств звучат так. «Когда я увидела его, мое сердце растаяло. Если бы в тот момент ко мне пришла смерть, я была бы к ней готова». Бхагван невероятно быстро умел очаровывать и околдовывать людей. Все сравнивали это с неким гипнотическим воздействием. Хотя подобное, как мы с вами знаем, довольно стандартная история. И в преобладающем большинстве ни один из лидеров сект не обладал техниками гипноза. Потерпевшим просто необходимо хоть как-то переложить ответственность за свое неблагоразумие на плохих людей. Мысль о совершенной глупости для них невыносима, а такой элемент колдовства успешно размывал последствия их ошибок. На самом деле все лидеры сект хорошо умели манипулировать людьми, и Бхагван не исключение. Он знал, кому, что и в какой момент нужно сказать, чтобы получить желаемое или избежать неприятных ситуаций. И сие не врожденный дар. Чандра Махан Джейн, так звучало гражданское имя Раджниша, родился в Индии, в маленькой деревне Кучвада, в семье торговцев тканями 11 декабря 1931 года. Он был старшим из 11 детей в их семье.
Впоследствии второе имя, Раджниш, которое он использовал чаще всего, возникло из-за прозвища, данного в детстве родными. В переводе оно означало «господин полной луны», а приставка Бхагван Шри пришла позже и дословно переводилась как «просветленный» или «пробужденный господин». Он рано пережил горести столкновения с потерей близких людей. Когда Раджнишу было 7 лет, умер его дедушка, к которому он был сильно привязан. В 15 лет он потерял подругу и двоюродную сестру. Они скончались из-за брюшного тифа. Все потери сильно повлияли на психику Раджниша. Его подростковый период наполнился меланхолией, депрессией и постоянными мигренями. Параллельно с этими состояниями он активно начал заниматься спортом. Каждый день пробегал от 15 километров и медитировал по много часов. Скорее всего, таким образом Раджниш пытался отвлечься от состояния переживания горя, в котором оказался. В 19 лет он начал образование по философии в колледже Хиткарине. В 1958 году Раджниш занялся преподаванием философии в этом же университете. Там он и овладел теми навыками ораторского искусства, которыми впоследствии успешно пользовался, завоевывая сердца сотен тысяч послушников. В 60-х годах он начинает ездить по всей стране со своими лекциями. Они критикуют социализм, действия Махатмы Ганди и продвигают капиталистические идеи. Из-за них он потерял должность профессора, но публично выступать не прекратил. Раджниш стал преподавателем медитации и автором собственного учения. Оказалось, что его теории хоть и не нравились большинству, но все же успешно попадали в сердца открытых новому, а главное платежеспособных людей. Это были успешные молодые люди, которые увлекались духовным поиском. В лекциях он говорил, что богатство не нужно стесняться. Оно принесет счастье, если присытится им настолько, что оно перестанет быть заметным. В будущем Раджниш открыто демонстрировал это мировоззрение. Передвигался на дорогих автомобилях, украшенных золотом и цветами, ездил на Роллс-Ройсах и частных самолетах. По некоторым данным, автомобилей у него было около 100, а его послушники мечтали подарить ему 365 Роллс-Ройсов, по одному на каждый день. На его авто красовалась наклейка «Иисус спасает, Моисей инвестирует, Бхагван тратит». Бхагван знал, чего хотят состоятельные люди – избавиться от стыда за свое богатство и оправдать чувство вины. Индийский учитель получил толпу последователей, которая готова была щедро оплачивать его духовные консультации, лекции, семинары. Они переводили крупные пожертвования на счет фонда, созданного Раджнишем. На лекции по медитации в ашрам в городе Пуна съезжались со всей планеты. По информации Боба Мулана, английского социолога, там всегда присутствовали порядка 6000 саньясинов, а 200 человек постоянно находились рядом с Раджнишем. Поначалу доктрина Оша казалась одухотворенной и безобидной. Самое главное место занимали медитации. Практики были направлены на выражение и выплеск собственных эмоций. Когда люди делали упражнения, они чувствовали такое облегчение, что были готовы отдать любые деньги в знак благодарности. Оша про себя говорил: «Я ничем не особенный, я не сын Божий, я заявляю только одно. Раньше я спал, теперь проснулся. Вы спите, и вы тоже можете проснуться. Пробужденный человек станет новым человеком. Человек пуст и лишен смысла, без духовности нет стержня. Человек распадается на части. Западный человек – это полчеловека. Восточный человек – это полчеловека. Я создам целого». Тогда же он и начал пропагандировать ценность свободной любви. Раджниш считал, что доступность и более легкое отношение к сексу привело бы к исчезновению проституции. Он здорово попал в предпочитаемую людьми тенденцию. Ведь раньше гораздо привлекательнее были учителя и гуру, которые отрекались от сексуальности. Но человечество явно утомило эта идея, так что отрицание целомудренности Бхагваном нашло отклик в сердцах. Идеи казались прогрессивными и свежими. Можно либо подавлять секс, либо трансформировать. Что будет, если подавлять секс, мы с вами обсудили. А вот трансформировать его можно на специальных медитациях, из-за которых Раджниша в 80-х годах прозвали секс-гуру.
Представительница Бхагвана Шила очень хорошо понимала, как управлять молодой коммуной и умела общаться с людьми. По мере того, как количество последователей росло, Шила поняла, что им нужны деньги. За одну ночь вместе с саньясинами они организовали маленький банк со своей системой карты оплат, где и образовался фонд Раджниша. Деньги полились рекой. Они быстро собрали несколько сотен тысяч долларов. Шила говорила, что предыдущие коммуны погибли из-за предрассудков по поводу обогащения, изоляции от общества и бегства в отдаленные населенные пункты. На самом деле они должны иметь место на рынке. Саньясинам нужны одежда, лекарства, им необходимо жить. А единственный способ жить – быть богатым. Финансовый достаток рос, количество последователей тоже. И Раджниш задумался о расширении. Его посетила идея об открытии филиала в Америке. В то время в жизни Шилы произошло трагическое событие, которое в дальнейшем сильно повлияло на ее восприятие мира. У нее умирал любимый мужчина. Раджниш сказал ей, что не хочет видеть, как она плачет, ведь если возлюбленный увидит на глазах слезы, ему тяжелее умирать. Ей было очень трудно, но она действительно сдержала все свои эмоции. Когда мужчина Шилы умер, Раджниш вместе с врачами усыпил ее на 3 дня. И когда она наконец проснулась, учитель сказал, что необходимо сфокусироваться только на работе, потому что предыдущая глава жизни закрыта. В этот период сам Бхагван прекращает все публичные выступления и объявляет обет молчания. Есть 2 версии объяснения причин этого события. Согласно первой версии, на Оша совершено покушение, и ему нужно затаиться и погрузиться в себя. А согласно второй версии, Шила к тому времени уже управляла сектой в своих интересах. Так или иначе, вся работа упала на плечи Шилы, в том числе и переезд коммуны в другую страну. Получается, что он простимулировал 17-летнюю девушку быстрее пережить горе и использовать эмоции, скопившиеся внутри, как энергию для деятельности во благо его идеи. На Шилу оформили доверенность, и она официально объявила, что все переезжают в Америку. Вернемся с вами в 1981 год в штат Орегон. Там коммуна приобретает ранчо Биг Манди общей площадью в 26 тысяч гектаров за $5,5 миллионов. Поселение названо Раджнишпурам. Место выбрано не случайно. В штате Орегон любая община людей имеет право на регистрацию. 154 новоявленных фермера пришли в администрацию города и проголосовали за регистрацию Раджнишпурам в качестве города. Большинство жителей города соседство не устраивало, но очень многие к тому времени были обращены в учение Оша. Секта набирала обороты очень стремительно. Люди искренне верили в то, что Бхагван несет им добро и просвещение. Они любили его и восхищались как божеством, не сомневались в его идеях, поэтому готовы были пойти на все ради него. Шила говорила, что подобного города еще не видела Земля. Это прекрасный, замечательный город. Настоящий пример для человечества, где все относятся друг к другу с добром и уважением. Будущие жители самостоятельно проектировали и строили его с любовью и состраданием друг к другу. После регистрации города саньясины стали заниматься благоустройством. Люди работали на износ, по 16 часов в день, и никто из них не жаловался. Постепенно в Раджнишпураме появились магазины одежды с сотнями оранжевых одеяний, рестораны, культурные центры для занятия любыми видами творчества, собственные фермы с независимыми системами орошения и даже аэропорт. И никто не мог им помешать, потому что все законно. В августе 1981 года в уже достроенный Раджнишпурам приезжает сам Оша. В это же время жители Антилопы забеспокоились из-за бурной жизни активных соседей. У них имелись свои традиции, семейные ценности, так что идеи о свободной любви были им чужды. На этой почве постепенно стал разгораться конфликт. Недовольство жителей стимулировал и громкий эпизод, произошедший в Джонстауне, идейной религиозной общине Храма народов. Там произошло массовое убийство адептов по приказу всего одного человека. Самые активные и любезные ученики твердили, что поселение не имеет ничего общего с Джонстауном и что у них не секта. Но местные жители им не верили. У них сложилось впечатление, что Раджниш опасен, как Джим Джонс.
В новом поселении обязательно погибнут люди, и их всех ждет много горя. СМИ подогревали панику, говоря, что психика гуру неустойчива, что подобные события могут стать смертельно опасными. Более того, в том же году вышел фильм, посвященный ашраму в Пуне, месту, где до переезда в Америку базировалась коммуна. За 2 года до выхода фильма немецкий оператор посетил ашрам Оша и создал уникальный документальный фильм об Оша и его учении. Он был единственным оператором, которого допустили снимать жизнь саньясинов за все время существования ашрамов при Раджнише. Люди из города Антилопа посмотрели фильм, и их напугало увиденное. В фильме были изображены медитации, в которых люди корчились в конвульсиях, кричали, выгибались, визжали, издавали нечеловеческие звуки, бились в агонии и принимали какие-то сверхъестественные позы. В большинстве кадров с медитацией люди находятся почти полностью без одежды или совсем нагие. Они громко смеялись, плакали, раскачивались под индийскую музыку и стонали. Выглядело это жутковато. Фильм можно найти в свободном доступе в интернете. Видеоряд содержал и множество сцен сексуального характера. Оша за его прогрессивные взгляды и открытое отношение к сексу до самой смерти будут называть секс-гуру, несмотря на то, что по некоторым данным он всю жизнь соблюдал целибат. Жители Антилопы окончательно убедились в том, что Бхагван – страшный злодей, заклинатель и сектант, принесший беду в их тихую обитель, разврат и падение нации. Они захотели развернуть полноценную кампанию против саньясинов, доказывая властям, что нужно запретить им строительство города, а все существующие постройки снести. Частная некоммерческая организация под названием «1000 друзей Орегона» прорабатывала вопросы землепользования, занялась данным вопросом. Они стали собирать подписи против Раджнишпурама, хотели всеми силами вернуть спокойную жизнь. Общине это не понравилось. Они решили, что раз нельзя строить, значит можно выкупить всю продаваемую недвижимость в Антилопе. Действия саньясинов были абсолютно законными, но со временем процесс все равно назвали вторжением и захватом. Местные жители рассказывали, что одухотворенные жители райского городка начали мстить. Они могли светить прожекторами в окна по ночам, устанавливали камеры на улицах, следившие за каждым их шагом. Так прошло несколько месяцев и начало сводить местных с ума. Они пересели на пикапы, обзавелись оружием. СМИ накаляли ситуацию, постоянно показывая в эфире выпуски о захвате американского города Раджнишем. Единственный способ обезопасить себя – снос Раджнишпурама. Ведь тогда сектантам незачем там оставаться. Жители Антилопы организовали голосование за распуск местной власти, чтобы помешать сектантам. Но влияние саньясинов проникло к тому времени в городской совет и полицию. И в результате большинство голосов оказалось против смены управляющего звена. Местные жители пришли в отчаяние. Называли нашествие безумием, предрекали такую судьбу всему штату. Они звонили всем, кто хоть как-то мог им помочь, но в прокуратуре США отвечали, что пока не могут заняться их вопросом. В 1983 году в отеле, принадлежавшем общине, прогремело 3 взрыва. Никто не погиб, пострадавшие были. Случай подтолкнул жителей Раджнишпурама к покупке оружия, прохождению военной подготовки, оттачиванию навыков стрельбы. Они начали косвенное наступление, переименовав Антилопу в Раджнишпурам. Это было законно. Облик города терял первоначальный вид. Саньясины мешали жителям и днем, и ночью своими практиками, криками, стонами. Секта организовала вооруженные полицейские патрули, называвшиеся миротворцами. Они ездили по улицам города и якобы следили за порядком. На самом деле миротворцы присматривали за местными жителями и гасили любые их недовольства. Протестующие пикеты заканчивались арестами. Шилу стали называть новым Гитлером. Так уверенно и беспощадно шла она к порабощению города. Есть мнение, что именно она управляла поселением в тот период. Раджниш был просто образом, лицом учения, идейным вдохновителем, а решение принимала Шила. Эту теорию подкреплял обет молчания, принятый Оша, ведь никаких открытых высказываний на тот момент от него не поступало. Но поверить в то, что все злодеяния были совершены юной девушкой, трудно.
Поэтому ответственность с Раджниша мы снимать не будем. Скорее всего, Шила была невероятно очарована им и его учением. И каждый раз, когда гуру говорил что-то вроде «Раджнишпурам нуждается в защитнике», Шила трактовала слова слишком превратно, так как ее защита быстро перерастала в нападение. Свободная любовь и добро превращались в тоталитарный режим. Внешний образ Шилы тоже стал меняться. В СМИ девушка демонстрировала агрессию и провокационность. Она кричала, указывала пальцем на обидчиков, требовала оставить их в покое, использовала нецензурные жесты, открыто издевалась над жителями Антилопы. «Не хотите отдавать нам город? Это ваши проблемы!» Шила кичилась богатством Оша. Рассказывала, что у него есть 17 Роллс-Ройсов, а всего за секунду может стать 20. Раджниш в это время стал задумываться о новом расширении. Поля Будды стоило распространять не только в Америке и Индии, но и в Европе, а лучше и по всему миру. Медитативные центры стали появляться в Австралии, Италии, Германии, Амстердаме, Швейцарии, Португалии. Коммуны были связаны с различными работами – строительными компаниями, точками питания, магазинами. Официально трудоустроенных саньясинов было около 30 тысяч, а общее количество последователей насчитывало 500 тысяч. Секта становилась глобальной. Был организован фестиваль Раджниша. Это похоже на собрание фанатов какой-нибудь очень популярной музыкальной группы. На таком мероприятии продавались футболки, кружки, магнитики с лицом Бхагвана, и тысячи людей съезжались, чтобы увидеть его вживую. Они копили деньги, покупали билеты, скупали красные туники и бежали за его машиной, когда он подъезжал к площадке. На тот момент Международный фонд Раджниша составлял 19 миллионов долларов, а инвестиционный фонд еще 31 миллион. Культ Бхагвана перерос в настоящий успешный бизнес, и мало оставалось от той духовности, которую он пропагандировал в начале. Ее заместил капитализм. Верхушка секты занималась бизнесом, а за духовность и веру были ответственны сами последователи. Все держалось именно на их вере. В середине 1983 года в деле о секте появился прокурор Дэвид Франмейер. У него была цель создать лучшее министерство правоохранительных органов в Америке. Жители Антилопы написали ему письмо и рассказали о своих бедах. И Дэвид взялся за это расследование. Он подал иск от лица жителей Орегона. Главный вопрос был о законности деятельности секты и вообще существовании города. Упор делался на то, что именно Бхагван решал, кто будет мэром города, а законом подобное вообще-то запрещено. Так он пытался склонить власти к решению о том, чтобы объявить Раджнишпурам несуществующим. Саньясины знали об этом. На тот момент в городе было сосредоточено большое количество боеприпасов. В любой момент конфликт мог превратиться в гражданскую войну. Только тогда, наконец, за дело взялось правительство. Последователи Бхагвана не хотели сдаваться. Они считали, что правительство не имеет права запрещать им основывать управление города на религии, хотя эта деятельность нарушала первую поправку к Конституции США. Шила становилась значимой фигурой, и многие сектанты были привязаны к ней, а не к Бхагвану. Он сидел дома, молчал, а дом Шилы разросся и превратился в жилой комплекс для последователей. Каждую ночь она встречалась с Бхагваном, никогда не отменяла встречу и запрещала сопровождать ее. Они обсуждали будущее города, религию, но о чем они точно разговаривали, никто не знает. Вспоминая мысль, что всем заправляла Шила, мы понимаем, что теоретически это могло быть действительно так. Она связующее звено между внешним миром и самим Оша. Она передавала последователям его слова, а значит могла контролировать передачу его идей, и никто не мог ее остановить. Из интервью того времени видно, что она вела себя отстраненно, говорила тайнами, постоянно оставляя за собой недосказанность и часто использовала в речи угрозы. В общину стали привозить людей со всего мира. Саньясины начали программу по вербовке бездомных. Их мыли, одевали, кормили, предоставляли дома. Город приобрел примерно 5000 новых жителей. Это было сделано для того, чтобы новые почитатели проголосовали на выборах за одного из 3 представителей Раджниша в соседнем округе. У этих людей не было денег для пожертвований, но был голос.
По законам Эйгона новые жители штата сразу имели право голосовать, так что проблем не должно было возникнуть. Более того, саньясины открыто заявили, что хотят полностью контролировать округ, а за 5 лет планируют захватить весь штат. Этот округ настолько ограниченный, что заслуживает быть захваченным. Если вы продолжите жаловаться вашим губернаторам, узколобым свиньям, то на утро у меня будет 15 их голов. Ма Ананд Шила. Выступление в ашраме, 1984 год. Полные автобусы новичков приехали в округ Васка осенью того же года, но им директивно запретили участвовать в выборах. Подобное очень разозлило последователей Бхагвана. У бездомных отобрали право голоса, которым раньше они не особенно пользовались, но они обезумели. Один из них даже напал на Шилу и пытался задушить ее. Тогда ею было принято решение втайне накачать бездомных успокоительным. За ужином девушка добавила им в напитки халидол. Мы видим, что у просветленной Шилы нет цели помочь бездомным. Последователи для нее были всего лишь куклами, средством для достижения собственной выгоды. Это просто план по захвату территорий, а не попытка развить духовную сторону людей, оказавшихся в сложной ситуации. Заботой, добротой, состраданием, о которых Шила говорила в начале, и не пахло. Люди привязаны к общине, привязаны к Шиле и Бхагвану, поэтому готовы на все для сохранения своего маленького мира. Даже разговоры об убийствах политиков, открытые угрозы мирным жителям никого не настораживали. Люди хотели защищать свои ценности до последнего, не замечая, что их лидеры давно уже им не следуют. Тела убитых бездомных стали все чаще находить возле Раджнишпурама. План провалился, поэтому в голову последователям пришла идея по сокращению голосов вообще, чтобы количество саньясинов оказалось больше на фоне всех остальных местных жителей. Для этого члены общины отправились в Даллес, крупнейший город в округе Васка, и отравили еду в нескольких заведениях с сальмонеллой. Через 2 часа больницы были полны заразившимися, пострадал 751 человек. Никто, к счастью, не погиб. Под удар попали беременные женщины и дети. Саньясинам все равно, кого травить. Поначалу власти обвинили во всем рестораны, хотя местные жители утверждали, что руку к этому приложили сектанты. Медицинские лаборатории Бхагвана вполне могли позволить себе организацию массового отравления. На пресс-конференции Раджниша Джейн Сторк, его представительница, объявила, что они готовы заразить весь мир, чтобы распространить свою веру повсюду. В октябре 1984 года Раджниш сделал заявление, где обвинил политиков и священников в развращении человеческих душ, а еще сказал о том, что раджнишизм – единственная защита от ядерного оружия. Вот такой оборот приобрела изначально привлекательная и светлая концепция. Раджниш стал непоследовательным. Он начал говорить Шиле о конце света, просил построить бункеры, чтобы спрятать там своих последователей. В этот период в Раджнишпурам приезжают обеспеченные люди из Лос-Анджелеса и Голливуда. Они быстро находили общий язык с учителем. Самой приближенной к нему стала жена Альберта Руди, продюсера «Крестного отца». Отношение Раджниша к Франсуазе Руди пришлось не по душе Шиле. Мы можем предположить, что она просто влюблена в гуру, тем более, что в интервью того времени она этого и не отрицает. Бхагван проводит большую часть времени с новыми людьми и с Франсуазой, что порождает в Шиле новые волны недовольства. Особенно ей не нравился врач учителя, Свами Бахарадж. По ее мнению, он тоже проводил с Ошо слишком много времени. Шила даже установила жучок в комнате, чтобы подслушивать их разговоры. Если вы думаете, что секта Ошо уже не может удивить своими идеями по захвату власти и умов, то зря. Все-таки крупнейший культ планеты. Самое большое дело о миграционном мошенничестве в США. Вот что припасла для нас история движения Раджниша. Мы помним, что Бхагван долго и много критиковал брак как ненужный и губительный элемент общественной системы. И вдруг он резко меняет позицию и говорит о том, что брак не так уж и плохо, что он влияет на глубину духовного познания и вообще штука не вредная. В тот момент на ранчо вступает в брак огромное количество саньясинов. И случилось это не потому, что все долго терпели и ждали, когда же учитель изменит точку зрения.
то был заговор с целью обмана законов США. Граждане Америки, состоящие в секте, ехали в Хьюстон, Сиэтл, Южную Калифорнию, Филадельфию, Орегон и другие города, заключали брак с другим представителем секты, не являющимся гражданином США. Они должны устроиться на работу, снять квартиру, получить свидетельство о браке, получить грин-карту и вернуться на ранчо. Так как все происходило в разных местах, мошенническую схему было невозможно отследить. Секта привлекала своим поведением внимание СМИ. О них часто писали, снимали репортажи и сюжеты, приглашали представителей секты на интервью, а значит, великое множество людей о них узнавало. Что ж, реклама плохой не бывает. ФБР не могло больше оставаться в стороне. Начало активнее интересоваться деятельностью секты. Их главной задачей было придумать, как депортировать из страны незаконно прибывших граждан. Главным противником секты стал генеральный прокурор штата Орегон Чарльз Тернер. Он возглавил дело о миграционном мошенничестве, фиктивных браках, а позже занимался обвинением в биотеррористической атаке. Своими действиями прокурор привлек внимание Шилы и ее людей. Они установили за ним слежку и готовили покушение. Двое сектантов по поддельным правам на покупку оружия приобрели его в соседнем городе. Планировалось убить Тернера на его рабочем месте. Из-за активного расследования трагедию получилось предотвратить. В списке заговорщиков оказались сама Шила, Джейн Сторк и еще 5 саньясинов. Это не единственное преступление, совершенное Джейн. Она замешана в покушении на врача Бхагвана, которого недолюбливала Шила. 6 июля 1985 года Шила собрала ближайших приспешников и рассказала о том, что на следующий день Оша планирует организовать свою смерть, а помогать ему будет его врач. Они решили, что должны всеми силами помешать Свами Махараджу. И тут мы снова сталкиваемся с противоречиями в ценностях веры раджнистов. Казалось бы, если их гуру решил, что готов отойти в мир иной, то нужно принять его желание уважительно, как он и учил. Благодаря такой ситуации мы понимаем, насколько сильно Шила опутала своими представлениями послушников. Она как бы организовала свою собственную секту внутри учения Раджниша. Джейн вызвалась спасти учителя. Следующим днем, когда в Раджнишпураме праздновался День наставника, она подошла со спины к Махараджу и воткнула в него шприц. Несмотря на то, что завязалась потасовка, Джейн Сторк осталась незамеченной и покинула место преступления. Это стало трагичным событием, но отрезвляющей каплей для нее. Она поняла, что перешла черту и решила покинуть секту. Чуть позже от Бхагвана ушла и Шила вместе с небольшой группой своих ближайших сторонников. Они скрылись в Европе. Было ли то побегом от правосудия, или у Шилы открылись глаза, затуманенные учением Бхагвана, не очень понятно. Ясно одно: гуру не так безобиден, каким казался на первый взгляд. В сентябре 1985 года Раджниш созывает пресс-конференцию и нарушает обет молчания, длившийся 3,5 года. Он заявил, что его личный помощник, секретарь, доверенное лицо Шила – настоящая преступница. Она совершила несколько покушений на жизнь его врача и чиновников штата. С его слов, все люди, обладающие в общине властью, воспользовались молчанием Раджниша и вершили ужасные вещи. Они пытались убить людей в Коммуне, в Антилопе, Далласе и других городах. Ставили прослушку в дома, в том числе и в дом Оша. Раджниш сказал, что Шила предала его, даже не попрощалась, и что ей не скрыться от правосудия. Шила при этом, находясь в Европе, очернила Бхагвана. Называла его несамостоятельным ребенком, зависящим от крупных денег, гением по использованию человеческой доверчивости, валиумовым наркоманом, аферистом и мошенником. Она указывала на его зависимость от закиси азота, которую он регулярно получал от своего дантиста, а потом надиктовывал высокодуховные книги. Себя она представляла как обманутую жертву. Их жаркие споры заставляли задуматься, были ли отношения между гуру и ученицей только платоническими. Возможно, раскол состоялся потому, что Шила разочаровалась не только в учителе, но и возлюбленном. В общине же все последователи Раджниша считали, что бежавшие в Европу Джейн, Шила и часть саньясинов просто сошли с ума.
Идейная вдохновительница пугала мирных поселенцев. Они начинали сомневаться в формате коммунной жизни. На должность ближайшей помощницы назначили Франсуазу, а мэром Раджнишпурама и личным юристом учителя стал Свами Ниран Филипп Тулкис. ФБР начало активнее расследовать все преступления, в которых Бхагван открыто обвинял Шилу. В ее доме нашли вход в бункер, о чем Бхагван вроде как не знал. Более того, в ходе допросов выяснилось, что Шила либо сама, либо по приказам Бхагвана до смерти травила послушников, если они были чем-либо неугодны общине. Идеи Бхагвана становились более глобальными. Он считал, что мир нуждается в чистке от политиков и религиозных фанатиков, а помочь в этом могут только жители Раджнишпурама. Бхагван перестал быть категоричным в своих убеждениях. Появились послабления в правилах общины. Теперь можно одеваться в любые цвета, носить любую одежду, и принято решение об отказе от каких-либо символов религии. Скорее всего, Оша почувствовал гнет обвинений в религиозном фанатизме и захотел как можно скорее обезопасить себя от возможных последствий. Так что он вместе с учениками стал просто увлекаться общими идеями. Такой вот кружок по медитации. Саньясины Бхагвана делали все, что он говорит. Он вернулся из долгого нахождения в тени. Все соскучились по слову учителя. Например, они сожгли одежду, фотографии и все оставшиеся вещи Шилы. А еще считали, что ФБР пытается раздуть дело об отравлениях и мошенничестве, чтобы депортировать Оша. К этому моменту полиция наконец-то получила ордер на обыск всего Раджнишпурама. Они обнаружили огромные склады оружия, лаборатории по производству наркотиков и ядов, спрятанный подземный ход для Оша и управляющей верхушки на случай прихода властей. Больше не было никаких оснований откладывать арест Бхагвана, и полиция получила ордер. Из-за риска возникновения масштабного вооруженного конфликта властями было организовано чуть ли не военное вторжение в поселение. Туда были направлены агенты для того, чтобы подобрать подходящее место для прохода военных. Этим местом стала мель на реке, которая окружала город. 300 солдат Национальной гвардии готовились войти в Раджнишпурам. Вертолеты ждали приказа, чтобы вмешаться в операцию с воздуха. В октябре 1985 года начался штурм поселения, но выяснилось, что Раджниша там нет и никто из приближенных послушников не знает, где он, что облегчило ситуацию для правительства, потому что можно было избежать насилия и случайных жертв. В Северной Каролине самолет Оша сел на дозаправку, и там его задержала полиция под предлогом, что он самовольно пытался покинуть страну. На это Раджниш сказал, что собирался в отпуск на Бермуды. При обыске самолета обнаружили его отпускной багаж, драгоценности, оружие, личный трон и $55 тысяч. В этот же день в Европе, в дом, где жили все сбежавшие из коммуны, поступил звонок с предупреждением об обыске и аресте. Всех планировалось вернуть в Орегон для организации судебного процесса. В ожидании процесса Раджниш вел себя тихо, много медитировал, почти не двигался, пользовался берушами для подавления окружающего шума. Его камера была усыпана цветами, которые передавали почитатели. Они молили у надзирателей позаботиться о нем. На допросах все обвинения Раджниш отрицал и доказывал свою невиновность, скинув ответственность на Шилу. Ее обвинили в незаконном использовании подслушивающих устройств, в избиениях, запугиваниях, покушениях на убийство, заражениях людей. И приговорили к 3 20-летним срокам и штрафу в $469 тысяч. В итоге в декабре 1988 года ее выпустили за хорошее поведение. Она пробыла в заключении 39 месяцев и затем переехала в Швейцарию. На этом ее карьера активистки-сектантки закончилась. Она вышла замуж за последователя учений Раджниша, купила 2 дома престарелых и управляла ими. В 2018 году поучаствовала в съемках документального фильма о секте Раджниша «Дикая-дикая страна», куда вошли кадры ее выступлений и интервью. Джейн Сторк власти США обвинили в планировании покушения на Тернера, но она успела скрыться в Германии. Позднее она вернулась в Америку и сдалась властям, когда узнала о неоперабельной раковой опухоли головного мозга своего сына.
Власти сняли с нее обвинения, засчитав срок, который она уже отсидела ранее. На интервью Джейн выглядит скорее жертвой всех событий, чем злостным провокатором и агрессивным участником действий. Она олицетворяет ведомого человека с инфантильной психикой и говорит о себе как о ребенке, вспоминая о событиях в общине, хотя на тот момент ей было уже за 40 лет. Джейн не спрашивала Шилу, Раджниша или кого-то еще о смысле действий. Она просто поступала так, как ей говорили люди, которым она верила как своим родителям. Суд над Раджнишем закончился в 1985 году. Результат оказался неожиданным. Во-первых, власти потеряли кучу денег на его процессе и не готовы терять их дальше, работая с апелляциями. Во-вторых, они не хотели делать из него мученика, поэтому его просто отпустили, выделив 5 дней для того, чтобы навсегда покинуть страну. Конечно, с адвокатами Раджниша был достигнут компромисс, и он признал себя виновным по 2 статьям. Ему назначили 10 лет условного срока и штраф в размере $400 тысяч. Но согласитесь, наказание за все злодеяния более чем лояльное. Затем началось удивительное приключение Раджниша по миру. Он пытался остановиться хоть где-то, где есть его последователи, но 21 страна отказала во въезде. Ему аннулировали визы, прерывали пребывание внезапно и с вмешательством полиции, просили как можно быстрее покинуть границы, если он задерживался на дозаправку. Общины по всему миру стали разваливаться, в том числе и Раджнишпурам. Сейчас землю выкупила молодежная христианская организация, которая живет чинно, тихо, благородно и поддерживает традиционные ценности консервативных семей. В 1986 году Раджниш вернулся в Индию, поселился в Бомбее, и вокруг собрались оставшиеся ученики. В выступлениях он жаловался на западные страны, богачей, священников. Позднее Бхагван решает переехать в Пуну. Он берет новое имя – Оша Раджниш, а позднее сокращает до Оша, что значит «океан». Оша заостряет свое внимание на преподавании медитации и дзена и открывает учебный центр. Его здоровье стремительно ухудшается. Он все реже посещает медитации, выходит к ученикам по вечерам и на пассивные созерцательные техники. 9 января 1990 года Оша умер в возрасте 58 лет. От чего в итоге он скончался, доподлинно неизвестно, потому что он отказался от вскрытия и врачебного вмешательства еще до кончины, указав на то, что только природа знает, сколько отведено на этой земле, и он не хотел бы вмешиваться в ее планы. Кто-то считает, что он умер от СПИДа или диабета, а провокатором явились постоянный стресс и усталость. Шила уверена, что причина – передозировка наркотиков. Есть также одна наименее вероятная, но весьма популярная теория о том, что пока Раджниш находился в американской тюрьме, его отравили радиоактивным талием, зашитым в матрас заключенного. Позднее он скончался из-за последствий этого воздействия. Его тело вынесли в большой зал, где с ним радостно прощались тысячи саньясинов, провожая в последний путь. Затем его кремировали, а прах разделили между ашрамом в Непале и Пуне. После смерти Оша не оставил каких-либо конкретных указаний, последователей, структурированной организации, даже наставлений. Ашрамы Оша, как мы говорили в самом начале, до сих пор существуют и успешно работают по всему миру. Многие считают его мудрейшим из людей, хотя другие его искренне ненавидят. История культа Оша, пожалуй, самая неоднозначная из всех, что мы можем проанализировать в наше время. Нам трудно установить рейтинг опасности, потому что само учение и последствия его существования противоречат друг другу. Поэтому мы с вами так подробно изучили весь путь его развития. Обычно в сектах есть конкретный злодей, ее создатель и лидер. Даже если кажется, что он самый невероятный добряк, в конце концов оказывается, что его намерения были злыми. Лидеры творят преступления, обманывают людей, призывают к убийствам, крадут их волю. Часто признаются в совершенных преступлениях, ведь если это сделано во благо культа и доктрины, то и стыдиться тут нечего. Они с гордостью несут грехи, пытаясь продемонстрировать свою власть и мощь как можно большему количеству людей. Оша искренне верил в то, что высказывал, что помогло ему влюбить в себя такое огромное количество учеников.
Он сумел построить хороший бизнес, никак не нарушавший смысл его концепции. Он никогда не говорил о насилии, лжи, смерти и зле. Все было прикрыто безграничной любовью к самой сути, природе человека. В его учении каждый мог найти что-то для себя. Неудивительно, что тысячи людей по всей земле до сих пор считают его богом 20 века. Наверное, поэтому учение Оша до сих пор живо. Оно не противоречит человеческой морали само по себе и приносит вред только через призму восприятия другими людьми. Неизвестно, как сложилась бы судьба культа без Шилы. Возможно, пример Оши и развитие его доктрины – показатель того, что может случиться, если большая власть, прикрытая религией, оказывается не в тех руках. Мы не станем снимать с Оши ответственность за те беды, которые принесла секта людям, не желающим с ней взаимодействовать. Мы знаем, что именно он сделал Шилу такой, какой она стала. Она попала к нему юной девушкой со своими горестями, радостями и запросами на духовный рост. Оша предложил ей управлять огромной империей, оставшись в стороне, но продолжая влиять на нее день за днем. Шила далеко не беззащитный ангел. Все-таки она выбирала оставаться с учителем каждый день. Несмотря на свою юность, она могла хотя бы испугаться тех деяний, которые совершала. Так что главного злодея здесь мы выделять не будем. Эта история – хороший пример того, что отчет за последствия действий секты несут все ее представители, а не только идейный лидер.